Деревянная беседка своими руками. Часть 4. Водосточная система из дерева. Здравствуйте. Обращали ли вы внимание на ценообразование предлагаемых нам рынком водосточных систем? Вы считаете его хоть сколь вменяемым? Только представьте, горизонтальный желоб из пластика длиной 10 метров обойдется покупателю минимум в $100. Вертикальная трехметровая труба с парой отводов – это еще $50. Если вам приглянулась водосточная система из металла с полимерным покрытием, то это будет еще дороже. А меж тем это почти половина стоимости нашей деревянной беседки. И замечу, что далеко не самых маленьких размеров. Конечно, сейчас я бы старался уменьшить длину горизонтального желоба водосточной системы, расположив его вдоль короткой стороны деревянной беседки. Но каркас и крыша уже стоят. Благо еще, что кровля у нас односкатная. Ну да ладно, дерево хоть и подорожало в 3 раза, но все еще осталось дешевле пластиковой штамповки. Поиск на YouTube по запросу «деревянная водосточная система» не дал абсолютно никаких результатов. Но ведь строили же как-то из дерева кровли, которые служили десятилетиями. Так почему нельзя этот материал применить для водосточной системы? Давайте попробуем. Для этого доски 100 на 25 мм длиной по 6 метров брошируем огнем по уже отработанной методике. Всего нам понадобилось 6 таких досок. Далее 2 доски, ориентированных на ребро, прикручиваем обычными черными саморезами к торцам стропильных досок беседки со стандартным уклоном для водосточных систем 3-5 мм на каждый метр желоба. Также не забываем соблюдать нормы монтажа водосточной системы, чтобы вода с кровли падала именно в желоб, а возможно и снег сходил с крыши, не задевая и не разрушая систему. Торцы досок для более герметичного стыка запиливаем под углом 45 градусов, хотя это и не обязательно, и соединяем между собой теми же саморезами. Далее. Прикручиваем к уже имеющимся доскам еще 2, ориентированных уже на плашку, и формируем таким образом дно желоба деревянной водосточной системы. Очень желательно стыки досок производить со смещением для придания изделию большей жесткости. Ну и последние 2 доски прикручиваем, ориентируя опять на ребро, и заканчиваем таким образом формировать сам желоб. Верхний торец системы закрываем кусочком все той же обожженной доски. И в итоге мы получаем водосточную систему из брошированного дерева длиной около 12 метров. И поскольку слив ориентирован в сторону реки, то я не стал обрезать его длину или подравнивать, ведь это можно сделать и позже. Как результат мы получаем довольно жесткую конструкцию П-образного желоба, что позволяет сэкономить на крепежах. Напомню, что стандартный пластиковый желоб водосточной системы нужно крепить кронштейнами не реже, чем через 60 см, иначе производитель не даст гарантию. В случае же с деревянной водосточной системой нужно было только выдержать поперечную геометрию желоба и задать угол в 90 градусов между досками. Для этого были сварены 4 кронштейна из БУ стального уголка небольшого сечения на всю длину системы. Поскольку мы использовали пиломатериал естественной влажности, то прилегание досок было очень неплотным и образовались большие щели. Пришлось для герметизации водосточной системы из брошированной древесины прикупить 2 тюбика силикона, но при желании эти щели можно было закрыть алебастром, гипсом, цементным раствором или даже замазать землей и еще немного на этом сэкономить. Смета прилагается и... Благодарю за внимание.